Вечер в хату, дорогие подписчики. Ну а тем, кто только проснулся, утро в хату. Подозреваю, что многие из вас про меня уже порядком подзабыли, поэтому я, в свою очередь, не побрезгую напомнить вам, кто я такой. Меня зовут Игорь Магаданович Хмылькин, или, как меня еще уважительно здесь называют надзиратели, «Эй, ты, руки за спину, мордой к стенке». И я вам скажу, на такое обращение еще нужно заслужить. Вот уже ровно 2 года, как я резко прекратил критиковать наше высшее военно-политическое руководство и дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. Выражаясь кулинарным языком, перестал крошить батон и окончательно завалил хлебало. Потому что быть патриотом – это хорошо, а быть живым патриотом гораздо лучше. Поэтому буду, так сказать, говорныть о том, о чем пока еще можно. А именно, посмотрел я тут давеча один видеоматериал, который в России, скорее всего, уже внесен в перечень запрещенных. Я имею в виду боксерский поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Так вот, посмотрев это видео, могу с уверенностью сказать, что книга была лучше. Если кто не в курсе, то это был реванш. Первый бой между этими боксерами состоялся в прошлом году в Вроцлаве, в результате которого Дюбуа не только получил Вроцлав, но еще и успешно отхватил по самые помидоры. Помидоры, скорее всего, были азербайджанские и на тот момент еще не были у нас запрещены. Что касается второго поединка, то этот реванш мне до боли напоминает наши сегодняшние реалии. Если в 2 словах, то Дюбуа решил провести против Усика специальную боксерскую операцию, чтобы, так сказать, дебоксерофицировать своего оппонента. Проще говоря, хотел свергнуть усикиевский режим в мировом боксе. Поединок был за 4 чемпионских пояса, которые Дюбуа планировал присоединить к себе, так как все эти 4 пояса он уже мысленно записал в свою конституцию. За 2 дня до поединка на предварительных переговорах Дюбуа в ультимативной форме выдвинул свои условия, надеясь на неизбежную капитуляцию своего соперника. На что Усик достаточно аргументированно ответил «Don't push the horses», тем самым еще до боя отправив Дюбуа в первый в его жизни лингвистический нокдаун. Понемногу придя в себя, Дюбуа с присущим в глазах непониманием переспросил «Don't push what?», после чего все той же фразой «Don't push the horses» был отправлен уже в филологический нокаут. Как видите, британский боксер, как и российский президент, проиграл свой бой задолго до его начала. Хотя украинцы Путину тоже не раз открытым текстом говорили «Don't push the horses». Скажу больше, его даже свои прихлебатели настойчиво предупреждали «Don't know broda, don't go off water». Но Путин, как известно, не послушался. And now sitting, как grandmother у разбитого корыта. Ну что это я опять дискредитирую нашего и без того дискредитина? Вернемся лучше к боксерскому поединку Усик-Дюбуа. Британец начал бой достаточно активно. В его первоочередные планы входило взять Усика за 3 раунда и провести парад на Уэмбли. Где-то подобное я уже слышал. Как вы понимаете, уже в 4-м раунде Дюбуа понял, что надо срочно переходить к плану «Б», которого у него не было так же, как и не было его у нашего верховного главнокомандующего. Поэтому Дюбуа ничего не оставалось, как провести превентивный удар ниже пояса, который в боксе является запрещенным приемом. Сразу хочу уточнить, прием этот признан запрещенным не как обычно Роскомнадзором, а Международной ассоциацией бокса. Поэтому правило это требует безоговорочного исполнения. С другой стороны, нанеся этот запрещенный удар, Дюбуа в очередной раз продемонстрировал всему миру, что у украинцев есть яйца. Хотя наш верховный безяйцекомандующий до сих пор этого понять не может. Ну что это я опять наговариваю на нашего дорогого Владимира Владимировича, а заодно и себе на новый срок.
Перейдем к апогею этого поединка. В 5-м раунде Усик, благодаря слаженной логистике своих рук, наладил бесперебойную доставку дальнобойных джебов в центр принятия решений британского боксера, проще говоря, в голову, тем самым получив тактическое преимущество. После чего, собрав весь ударный кулак в районе левой руки, Александр провел стратегически важный контрхук в челюсть прямо перед носом противника. Предполагаю, что в тот момент, лежа на помосте, до Дюбуа наконец-то таки дошло значение фразы «Don't push the horses». В итоге Даниэль Дюбуа второй раз подряд совершил жест доброй воли, а украинский боксер Усик снова стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте и обладателем 4 чемпионских поясов, а именно IBO, WBC, WBA и WBO. Лично мне из этих названий больше всех запомнилось WBO, потому что оно идеально описывает нашего верховного главнокомандующего. Ведь согласитесь, он у нас полный WBO. Хмыкин, ты про кого сейчас сказал? Это я про себя. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я кому говорю?